нашем заключительном выпуске о Кузбассе мы покажем удивительную красоту природы этого края, который часто называют Сибирской Швейцарией. На территории Горной Шории расположен национальный парк с уникальной первозданной флорой и фауной. А еще в поселке Тимиртау есть искусственный водоем, образовавшийся на месте карьера открытой железорудной выработки после затопления его водой. За прозрачность воды дайверы называют его вторым Байкалом. Так что если вам скажут, что в Сибири дайвинг организовать невозможно, не верьте, мы погрузились. Здесь держим зубками, здесь губками. Сигналы направления движения. Вот это всплываем наверх, вот это погружаемся, соответственно, направо, налево. Идем, назад. А вот вопрос. Если у нас все хорошо, то мы 20 минут плаваем одним заходом, правильно? Да. А у нас так все будет хорошо. Это было нереально круто. Это было мое первое погружение в жизни. Вчера, находясь в Новокузнецке, я посидела в кабине боевого истребителя, а сегодня с небес спустилась на дно водоема и впервые в своей жизни испытала дайвинг. И если рассказать немножко о том, что я там увидела, у меня был маршрут для начинающих, для слабаков, так сказать. Мы опускались на глубину 5 метров, большое количество различных рыбок, маленьких, больших, ярких цветов. В том числе на дне водоема находятся различные арт-объекты. Я смогла увидеть затопленную машину, кассовый аппарат, более того, свадебный салон. Ну, впечатление можно получать как от арт-объектов, так и от ощущения невесомости, потому что невесомость могут почувствовать либо космонавты, либо дайверы. Космонавтами мы уже навряд ли станем, да, а вот дайвингом может заняться любой. Вот. И как раз при погружении можно почувствовать это чувство полета, чувство невесомости, ну и посмотреть различные затопленные вещи, такие как затопленный грузовик, офис у нас есть подводный. Для начинающих в начале дороги прям есть затопленный лес, очень красивый. Когда солнце попадает на воду, то очень красиво под водой. И сейчас я хотела бы немножечко похвастаться, потому что, как вы можете видеть, мне подарили значок. Теперь я начинающий дайвер. И, конечно же, я хотела поблагодарить организаторов и в особенности моего инструктора Степана. Он стал первым человеком, который показал мне морской подводный мир на глубине. Я очень благодарна, что он доставил меня живой и невредимой обратно к вам. 4-й год я работаю в дайвинге, дайв-инструктором. А как вообще вас судьба к этому привела? Это началось как хобби или как это увлечение появилось? Да, точно так же погрузился первый раз, ознакомился с аквалангом, с подводным миром. Мне это очень понравилось, впечатлился. И начал заниматься дайвингом. И так пришел к дайв-инструктору. А планируете ли вы в ближайшее время поставить какие-то новые объекты? Да, железнодорожный вагон и экскаватор. И приезжайте, и вы это все увидите. Вау, это действительно здорово, я хотела бы обязательно приехать сюда, чтобы побывать в поезде на дне водоема.
Шорский национальный парк – это особо охраняемая природная территория федерального значения. Парк расположен на юге Кемеровской области и занимает третью часть Таштагольского района. Национальный парк скрывает многочисленные пещеры, водопады и каменные арки. Это уголок первозданной природы, где сохранены уникальные ландшафты, животный и растительный мир. Далее по нашему маршруту пещера грандиозная. Внутри нее находятся 3 этажа. Даже поговаривают, что здесь найдены следы йети. А видели ли йети вы? И верите ли вы в его существование? Дорога по тайге непростая. Мы прошли болотистую местность, увидели горный водопад, а сейчас вышли на грибную полянку. Запах великолепный. Как этот рукотворный мостик здесь появился? Вы знаете, на территории Шорского национального парка есть несколько смотровых площадок. Вот эта тропа является проходимой тропой к смотровой площадке. Называется она Сага. Внизу есть водопад. И с целью пройти от водопада к смотровой площадке на скалу волонтеры сделали вот такой мостик длиной 8,5 метров. Для удобства тропы и чтобы туристу было удобно перейти ручей. И в дальнейшем планируем тропу облагородить. Если где-то нужно сделать поручни, ступеньки, чтобы было человеку комфортно дойти до смотровой площадки. Это ягелева дудка. Называется она в простонародье ягель. Растет она вот в таких заболотистых местах вдоль рек. Любит медведь ее на лакомство. В отсутствии других подкорм медведя, допустим, красная смородина, красная рябина и кедровая шишка, медведь охотно ест дудку ягелевую. Раньше дети шорцы из них делали игрушки. И таким образом получалась такая неплохая дудка. Бывает откликаться морал. Түгәнчерім таглык шор, чатқан чуртум ырыстык чурт. Түгән ичем кудайды гычы, чатқан үгім чарық үгі. Түгән черімді ақ чачықтыр, чатқан черімді көктігірі. Земля, где я родилась, Горношорская. Чурт, в котором росла, был счастливый чурт, а мама, меня сотворившая, богиня-мать. Дом, в котором жила, был светлый дом. Небо надо мной было синим. Под небом моим родным цвели подснежники. Стихи я стала писать на своем, на шорском сначала, когда поступила на кафедру шорского языка. Но там я как-то стала писать не от того, что мне очень нравится писать стихи, а для того, чтобы был материал студентам и школьникам, ученикам, в будущем я уже думала об этом, что у нас один сил поэт, Бельчегешев, надо, чтобы побольше было поэтов, и материала было подсобного побольше. Поэтому, может быть, вот из-за нехватки этого материала я решила писать стихи и рассказы, потому что решила, что я знаю очень хорошо свой родной язык, вот, и поэтому я писала сначала на шорском, а потом стала переводить. А наукой тоже я и не мечтала заниматься, просто так тоже получилось, когда на последнем курсе я училась на 5-м. У нас профессор
известный ученый, фольклорист Андрей Ильич Чудояков, он, к сожалению, умер. Ну, уже в возрасте был и заболел. Вот. И на кафедре не было преподавателя, и решили попросить меня, чтобы я осталась, потому что я знаю очень хорошо язык шорский. Главная задача любого поколения – это оставить след у следующего поколения, чтобы следующее поколение знало свою историю, свою традицию. А фольклор это как раз и делает. И она воспринимает фольклор не только как ученый, который холодно анализирует. Вот здесь такое место, вот здесь вот общее какое-то место, а здесь что-то такое, вот с научной точки зрения какое-то интересное место. Она еще его воспринимает вот именно как ребенок, как сказку, как какой-то волшебный мир, образ. Не просто волшебный мир, а мир, который действительно существует и в котором можно побывать, потом вернуться. Вот это качество очень ценное, я думаю. К сожалению, если верить статистике, по последним данным, которые хорошо, свободно владеют языком, осталось около 1000 всего. Потому что, видимо, деревушки наши тоже исчезают. А в основном, вот, если ты обособленно живешь, старики знали хорошо очень язык. Я сама в деревне родилась, глухой очень. У нас было 5 домов, жили, только были шорцы одни. Шорцы, и мы, конечно, я до школы не знала русского языка, мы общались только на своем. И вот таких деревень сейчас становится все меньше и меньше. Вот, и в связи с этим, с тем, что исчезают деревни, люди, дети, вернее, уже, старики умирают, ходят, а дети, они перебираются в город, а в городе уже они, когда особенно получили образование какое-то, они уже, вот мы уже привыкли тоже говорить, только по-русски общаемся, на русском языке. Вот, к сожалению, вот на своем родном уже мало кто общается, вот моего возраста, мы уже, наверное, старшее поколение считается, уже не знаем языка. Men Karagağım alında, kök dağlarda tügen ürçegim, azağımdan ala konan kaçtar, kök tegrige münme uçukkan. Сразу чувствуется, что из Турции человек читает. Да. Турецкий акцент прямо вперед. Мы гордимся тем, что в Таштагольском районе очень мощные базы для развития горных лыж и сноуборда. Наша школа, губернский центр горных лыж и сноуборда, я считаю, один из лучших в Российской Федерации. У нас есть отличные условия для занятия горнолыжников и сноубордистов. Гора Туманная – это гора, которая специально сделана и создана, и развита для того, чтобы занимались горнолыжники и сноубордисты. У ребят есть уникальные возможности заниматься горными лыжами и сноубордом на наших трассах, которые имеют хорошие перепады, хорошие уклоны, которые имеют систему искусственного снегообразования, хорошее уплотнение зимой снегом, возможность тренироваться. Здесь тренируется и сборная Кузбасса, и приезжает тренироваться сборная России. Мы здесь проводим чемпионаты и этапки кубка по горным лыжам и по сноуборду. Сам по себе центр губернский по горнолыжному спорту и сноуборду, идея это была, конечно, губернатора изначально и тех вот, наверное, федераций по горнолыжному спорту и сноуборду, построить именно здесь базу подготовки, потому что у нас есть 2 школы Олимпийского резерва, это по сноуборду и по горным лыжам. И они у нас действительно, вот школа по сноуборду, она ведущая. 90% получается в составе сборной России в параллельных дисциплинах, это воспитанники нашей Таштагольской именно школы. Ребята, которые участвуют и в чемпионатах, кубках Европы, неоднократно на Олимпийские игры выезжали, то есть представители Таштагольской школы. И вот благодаря вот этому, ну и, соответственно, также и по успехам наших горнолыжников, возникла идея создать здесь центр подготовки. Знаете, у нас еще есть особые дети, к которым мы относимся очень заботливо, и мы хотим сказать огромное спасибо белоголовцу Татьяне и Сергею, которые на базе нашей школы горных лыж и сноуборда организовали проект по реабилитации и оздоровлению детей,
которых есть отклонение в здоровье. И вот когда ребята приезжают сюда к нам, в губернский центр, здесь живут, катаются на горных лыжах, тренируются, а потом и достигают очень серьезных результатов, они становятся совершенно другие. Они становятся крепче, они становятся здоровее, они активнее становятся, они общительнее становятся. То есть они очень ярко воспринимают вот такие возможности потренироваться на наших склонах. Очень всегда радостно, когда ребенок, побыв в горной шоре, освоив горные лыжи, он становится совершенно другой. Может быть, это одна из тех радостей в жизни, которая останется у него на всю жизнь. И вот такую возможность дает наш губернский центр. Проект «Лыжи мечты» у нас начал работать с 2015 года. К нам приезжают дети с родителями. И на первом занятии, то есть если они впервые увидели и вообще не знали про этот проект, для них это такой страх. Как это мой ребенок встанет на лыжи, поедет с этой большой горы? А что, да как? Начинаешь им рассказывать, что не волнуйтесь, мы начнем потихонечку. У нас инструктора относятся к каждому ребенку индивидуально, занятие индивидуально. После первого занятия родители успокаиваются, что они попали в надежные руки, и сами через несколько тренировок также рядом с ребенком встают на лыжи и начинают заниматься. Когда ты начинаешь общаться с родителями, они все отмечают, что улучшилось у него и эмоциональное состояние. Кто-то начинает лучше держать спину. 10 занятий, ты видишь уже результат. Вы можете совершать многодневные сплавы по горным рекам национального парка, изучая его самые удаленные окрестности. Так, Шорский экомузей Тасгол, что на шорском языке означает «ровный луг», представляет собой музей этнографии на открытом пространстве. Коллекции комплекса повествуют о культурных особенностях и воссоздают обычаи, культуру, традиции и быт коренных жителей Горной Шории. А на этом самодельном аппарате чистили кедровые шишки. Вид, который открывается здесь, действительно потрясающий. Вы чувствуете, как энергия начинает восполняться, как появляется вдохновение. И когда смотришь на все эти деревушки, которые находятся чуть дальше, кажется, что сейчас вот-вот придет художник, достанет свой мольберт и создаст здесь новое произведение. Серегеш сам по себе уникальное место с точки зрения качества снега. Я раньше этого не понимал, пока не съездил в другие страны. Я был в Германии, в Австрии, в Италии на горнолыжных курортах. И качество снега в Серегеше очень сильно отличается. Это в плюс, скажем так, положительную сторону, потому что здесь натуральный снег. В остальных других странах, везде, даже в России, везде на курортах используется именно искусственный снег. У нас есть еще очень уникальный перспективный проект. Мы строим подъемник на гору Утуя. Гора очень красивая, я вас сегодня туда свожу, покажу. Как раз мы будем уже ближе к закату. Там уникальная природа, уникальный вид. Гора такая
со своей энергетикой. Все, когда говорят о перспективах сектора Е, все говорят, вам нужно запустить УТУЭ. Мы над этим очень плотно работаем. За 4 выпуска сюжетов о Кузбассе мы собрали все самое интересное, что обязательно стоит здесь увидеть и попробовать. А теперь желаем вам посетить этот регион как можно скорее. А мы не прощаемся и говорим до скорой встречи в новых регионах России. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить выход новых сюжетов. Спасибо!